Все мы ценим разные вещи в жизни. Для некоторых из нас богатство и успех означают счастье, поэтому мы работаем на протяжении многих лет. Для других это настоящая любовь. Они путешествуют по миру с открытым сердцем и широко раскрытыми глазами, ища свою родственную душу. Независимо от того, каким путем вы идете в жизни, важно понимать законы, которые управляют нашей Вселенной, потому что, понимая их, вы можете быть в гармонии с ними и привлечь то, что вы желаете. Это то, чему действительно нужно уделить внимание. Это не то, что можно выучить за одну ночь, но вы можете изучить это и буквально иметь все, что вы хотите. Но прежде чем мы рассмотрим использование природных законов для привлечения того, чего вы желаете, мы должны сначала понять, что это такое. Законы природы — это наблюдаемый закон, относящийся к природным явлениям. Эти законы управляют всем, что происходит во Вселенной. Эти законы не являются ни хорошими, ни плохими. Они не стремятся помогать или вредить, быть позитивными или негативными. Они просто существуют, и они точны в своей нейтральности. Проблема в том, что многие об этом не осведомлены. Но они постоянно действуют в нашей жизни, диктуя получаемые результаты. Бывал ли у вас сон, который сбывался через несколько дней? Или возникало ли у вас плохое предчувствие, и то, чего вы опасались, сбылось? Вселенная не различает хорошее и плохое. Мысли, которые у вас есть, какими бы они ни были, будут проявляться без учета последствий. Наиболее известным законом природы является закон притяжения. Закон притяжения утверждает, что то, на что вы сосредотачиваетесь, то и притягиваете в свою жизнь. Здесь мысли являются формой энергии, поэтому, когда вы думаете «я надеюсь, что я не заболею», Вселенная не делает вывод, что вы не хотите заболеть. Она лишь реагирует на вашу негативность и страх, и возвращает вам ту же энергию. Многие просто используют свое воображение, надеясь, что то или иное не случится. Они зачастую фокусируют его в неверном направлении. Закон вибрации, однако, немного отличается. Он является основным, а закон притяжения – всего лишь вторичный закон, потому что именно вибрация приводит к притяжению. Альберт Эйнштейн сказал: «Все — это энергия, и в этом вся суть. Согласуйте частоту с реальностью, которую вы хотите, и неизбежно получите эту реальность. Иначе быть не может. Это не философия, это физика». Когда вы повышаете свои вибрации до уровня того, что вы хотите достичь, ничто не помешает вам привлечь объект вашего желания. Но уверенность и убежденность приходят от крайней веры в себя и во Вселенную. Вселенная находится в постоянном состоянии движения, и эти движения — вибрации. Скорость вибрации называется частотой. Единственное различие между любыми двумя объектами — это их частота. Даже объекты, которые кажутся неподвижными, как стол или дом, вибрируют, просто с более медленной скоростью. Когда вы фотографируете массу, вы можете сфотографировать энергию, исходящую от нее. Вы можете сфотографировать растение, и вы увидите, что от него исходит вибрация. Все вибрирует, даже садовый камень вибрирует. Все находится в движении, ничто не покоится. Однако ваше тело вибрирует с чрезвычайно высокой скоростью, и это оказывает влияние больше, чем вы думаете. Это начинается прямо в вашем уме, в вашей голове. Ваш ум активирует мозговые клетки, и когда эти клетки активированы, это влияет на вас, и вы воздействуете на всю Вселенную. Знаете ли вы, что мысли — это космические волны, пронизывающие все время и пространство?
Ваши мысли и чувства контролируют вибрацию вашего тела. И поскольку это так, у вас также есть сила диктовать частоту, на которой вы вибрируете. Ваши чувства или ваши вибрации притягивают к вам людей и вещи, которые соответствуют по вибрации. Простыми словами, вы получаете то, что излучаете. Если вы являетесь негативным человеком, который всегда сосредотачивается на том, что все может пойти не так, то вы будете притягивать людей, которые также пессимистичны и не желают смотреть на светлую сторону. Если вы трудолюбивы и амбициозны, вы будете окружены кругом равных вам по трудолюбию и амбициям друзей. Хотя правильно предположить, что ваши мысли становятся вещами, более точно сказать, что ваша вибрация становится вещами. Разница между законом притяжения и законом вибрации заключается в том, что первый фокусируется на том, что вы хотите, в то время как второй говорит вам, что вы должны дать, или чем вы должны стать, чтобы получить. Это первопричина того добра, которое вы желаете. Вы заботитесь о причине, а эффект всегда позаботится сам о себе. Так как же начать думать и чувствовать иначе, чтобы привлечь жизнь своей мечты? Боб Проктор. Я всю жизнь боролся, никогда не имел хорошей работы, не было ничего особенного. И вот я, владелец компании, работающий в 7 городах 3 стран. И я задумался, как это произошло. Направленное сознательное использование вашей вибрационной энергии в правильном направлении имеет невероятный потенциал создавать чудеса. Поэтому обращение внимания на свою энергию, а также энергию людей и вещей вокруг вас, может помочь вам поднять свои вибрации и существовать на той же частоте, что и ваши желания. Квантовая физика утверждает, что каждая частица во Вселенной состоит из энергии, а исследования показали, что материя состоит из молекул и атомов, которые также вибрируют на определенной частоте. Наши тела состоят на 99,9% из пустоты. Фактически вся материя в основном состоит из пустоты, а оставшаяся масса представляет собой энергию. Если бы мы сжали каждое живое существо до такого состояния, когда между молекулами не осталось бы пространства, все наше человечество поместилось бы в объеме сахарного кубика. Эта пустота не напрасна. Она позволяет атомам колебаться, электронам возникать и исчезать, а волнам функционировать, и именно здесь происходит квантовый мир. В пространстве между массой большая часть наших тел состоит из квантовых частиц, которые мы еще не полностью понимаем. До сих пор мы изучили действительно только менее 1% наших тел, потому что мы сосредоточились только на физической части, той части, которую мы видим, можем потрогать и почувствовать. Поскольку мы физические существа, мы довольно хорошо понимаем массу, материю и атомы, потому что эти вещи действуют таким образом, как мы воспринимаем нашу физическую трехмерную реальность. Однако как мы можем начать понимать пустоту? Мы не видим ее и не чувствуем, она неосязаема, и все же это самая важная часть нашего существа. Закон вибрации действует в этом пространстве, или точнее, в колебаниях в пространстве, которые мы испытываем на атомном уровне. Он укоренен в квантовом мистицизме, который ссылается на квантовую механику. По сути, наши тела состоят из информации и энергии, которые мы воспринимаем как твердое вещество только потому, что никогда не учились по-другому, ведь этот путь намного меньше исследован. Мир квантовой физики до сих пор остается в значительной степени неизвестным для нас, поскольку это все еще очень новое направление, находящееся в процессе развития в научном сообществе и все еще довольно ускользающее. В квантовом мире вы можете бросить мяч в стену, и он может внезапно появиться позади вас и ударить вас по голове. Эти электроны присутствуют везде и нигде одновременно,
и они могут быть восприняты как 100% реальные только в присутствии наблюдателя. Мы до сих пор не знаем, почему это происходит таким образом. Двойственность волны частицы используется для объяснения проявлений, но даже эксперты по проявлению на самом деле не знают, как это работает. Вот почему у нас нет четкой формулы для проявления. Мы стоим перед многими неизведанными вещами в квантовом мистицизме и ищем ответы в квантовой механике, когда они появляются. Тем не менее, точное понимание того, как это работает, не обязательно. Мы все равно можем отправиться в путь повышения своих вибраций и привлечения лучшей жизни. Но для этого нам требуется познать самого себя в первую очередь. Ключ заключается в том, чтобы сначала узнать о себе, потому что все сводится к вашей интуиции. Бывали ли у вас предчувствия, на которые указывает ваш разум? После взвешивания плюсов и минусов возникает странное пронзительное ощущение или голос в вашей голове, указывающий на другой путь. Или, может быть, вы вошли в комнату после ссоры и почувствовали тяжесть, даже не видя лиц людей в ней. Закон вибрации тесно связан с вашей интуицией и отвечает за те предчувствия, которые вы испытываете. Выбор другого пути на работу и избегание аварии или взятие выходного дня с работы – все это примеры того, как закон вибрации уже работает в вашей жизни. Вы можете не замечать этого, но он присутствует. В настоящее время квантовые физики изучают спутанность атомов, которая происходит, когда атомы обмениваются информацией на большие расстояния. Это может объяснить, почему вы интуитивно знаете о чем-то до того, как это произойдет с вашим близким, еще до крупного события. Наши атомы могут общаться. Это понимание также отвечает за то, почему вы чувствуете притяжение к определенным людям. Если вы когда-либо встречали кого-то, кого не полюбили, но потом не могли точно понять почему, то здесь мог действовать закон вибрации. Возможно, ваша вибрация не соответствовала их вибрации, поэтому вам захотелось быть подальше. Этот закон также можно почувствовать в любое время, когда вы гуляете по пляжу или идете в поход. Вы ощущаете покой, любовь и спокойствие. Вибрации атомов в окружающей нас среде значительно влияют на то, что мы энергетически чувствуем. Природа очень сильна и оказывает положительное воздействие на наши тела. Теперь, когда мы хоть немного поняли, как работает закон вибрации, как мы на него влияем и как он воздействует на нас, как же мы можем начать? Как можно начать повышать свою вибрацию? Повышение наших вибраций зависит от осознанности. Внутри нас существует чудесный внутренний мир, и открытие этого мира позволяет нам достичь всего, чего мы желаем в пределах природы. Почему это важно? Это отсылает нас к словам Эйнштейна. Если вы погружаетесь в образ или энергию добра, которое вы желаете, вы не можете не проявить его. Проще говоря, вам нужно осознать, чего вы хотите, и держать этот образ в своем уме, чтобы он стал реальностью. Или это можно сказать по-другому. Вы переносите этот образ из своего сознательного ума в подсознательный. Именно мысли, которые вы думаете в своем сознательном уме и которые вы впечатываете в свой подсознательный ум, заставляют вас чувствовать себя так, как вы чувствуете. Чувство – это сознательное осознание вибрации. Эти чувства выражаются с помощью и через ваше физическое тело, что вызывает действие, приводящее к результату. Теперь, чтобы все они выстроились в линию, это называется отношением. Некоторые люди видят себя с негативной стороны, и, возможно, они даже будут видеть, что не так. И, знаете ли, они правы, что-то действительно не так. Другие люди выбирают положительную сторону. Они видят хорошее, и они правы, происходит что-то действительно хорошее.
Вы можете найти то, что хорошо или плохо в чем угодно, не имеет значения, на что вы смотрите. У нас есть способность думать о чем угодно, и наши мысли диктуют наши чувства, потому что мы эмоционально вовлечены в них. Это эмоциональное вовлечение затем приводит к действиям, которые порождают результаты. Однако проблема заключается в мышлении. Это самый первый шаг в этом процессе. Большинство из нас не думают или думают очень мало. Реакция на громкие звуки, образы в уме, звук полицейской сирены и подобное, когда вы предполагаете, что произошло что-то плохое, не является формой мышления, а лишь ментальной активностью. У вас есть более высокие способности – ваше восприятие, воля, разум, воображение, память, интуиция. Эти более высокие способности буквально отделяют нас от всего остального животного мира. Все остальные представители животного мира чувствуют себя полностью уверенно в своей среде, они сливаются с ней. А мы можем быть полностью дезориентированы в своей среде, но мы можем использовать эту способность, как только осознаем, что нам нужно от Вселенной. Понимая себя гораздо лучше, вы заметите, что ваше финансовое положение улучшится, ваше здоровье улучшится, ваши отношения улучшатся, и ваш мир в целом начнет становиться лучше. Образованный ум также иногда называется интеллектуальным, где находятся все интеллектуальные факторы, о которых мы говорили ранее: восприятие, воля, разум, воображение, память и интуиция. Их 6. Это наши умственные мышцы, и когда вы начнете понимать, как их развивать, вы можете стать очень мощным человеком. Когда вы достигаете состояния полного осознания себя и ваших амбиций, возможности становятся бесконечными. Найдите свою цель и цепляйтесь за этот ментальный образ всеми волокнами своего существа, веря, что вы предназначены для этого, и это предназначено для вас. Наша Вселенная бесконечна, и даже ведущие физики мира не могут с уверенностью сказать, что они понимают все, что в ней происходит. Она наполнена энергией и мощью, и когда вы достигаете умственной ясности, вы можете претендовать на эту энергию и мощь для себя. Уделите сегодня время, чтобы вновь соединиться с самим собой в своем внутреннем мире, начать повышать свои вибрации и жить той жизнью, для которой вы были предназначены.